Привет из Светлогорска! Я приехала в Калининградскую область. Расскажу вам, как добиралась сюда из Питера, как летела и как сейчас проходит путешествие по России. Что важно знать. Кое с чем я там столкнулась неприятненьким, так что смотрите, запоминайте, берите на заметку. В Питер я попала из Турции, так что полет в нынешних условиях меня не пугает. Ничего не имею против путешествия в маске. Спасибо и на том, что на внутренних перелетах по России не надо сдавать тест. Да и расстояние небольшое, а пограничного контроля нет. Так что я настроена оптимистично. Немного переживала из-за ручной клади. В сети много писали о том, что в России авиакомпании не пускают пассажиров с рюкзаками. Мы летели вдвоем, один рюкзак на мне, а во втором у нас лежит техника, он довольно большой. Я уже приехала в аэропорт Пулково, на входе у меня измерили температуру, но в остальном все в принципе как обычно, уже зарегистрировалась. До Калининграда лететь всего 1,5 часа, полет будет простым. В аэропорту и в самолете нужно обязательно носить маску. И сейчас вот я нашла автомат, где можно купить маски, 5 штук стоит 250 рублей. На регистрации посмотрели ручную кладь, одобрили. Хотя один из наших рюкзаков весил 8 килограмм. Никаких предупреждений по полету на регистрации не сделали. Интересно, что после досмотра я попала в зону Duty Free. Вы не знаете, давно она работает на внутренних перелетах? Года 2 назад в нашем питерском аэропорту ее точно не было. Прошла еще немного и попала в зону ожидания. Тут много ресторанов, кафе и удобные залы. В Турции в залах ожидания нанесена разметка социальной дистанции. В аэропорту Санкт-Петербурга такого нет. В аэропорту Пулково не хватает только 2 вещей. Это санитайзеров, которых тут я пока не видела, один раз только в Duty Free и все. И приветливости некоторым сотрудникам. Сидят прям, как будто я им что-то должна, такие злые. А в целом все хорошо, можно покушать, есть Макдональдс, Бургер Кинг, шоколадница и куча других кафешек, и цены нормальные. Не как в Москве, где все прям супер дорого. Здесь чуть-чуть подороже, чем в городе, но как бы в целом приемлемо, можно перекусить. В очереди на посадку в самолет всех начали разворачивать за отсутствие перчаток. Неприятно, что никто не предупредил о них заранее. В итоге все столпились у автомата, забыв о дистанции. Без перчаток они не пускают, зато автобусы набивают так, что аж дышать нечем. Пассажиры купили перчатки, провели в них 5 минут и сразу сняли. Многие сильно разозлились. В полете предложили стакан воды. Я летела компанией Smart Avia. В целом все прошло хорошо. На выходе в аэропорту Калининграда контроля температуры не было. Никаких специальных анкет мы не заполняли. Пассажиров сразу пропустили на получение багажа. Вон мой красавчик едет. Теперь его на ленте очень легко находить. Такой яркий. Если хотите такой же, ссылочку и промокод я оставлю вам в описании. Он вообще классный. Получила чемодан, сразу вышла в город. Обратила внимание, что многие летели без масок. В аэропорту тоже не стали их надевать. Из Калининграда я сразу поехала в Светлогорск. Дорога заняла чуть больше 30 минут. Сейчас на курортах Калининградской области разгар туристического сезона. Сразу бросилось в глаза, что атмосфера тут очень спокойная. В ближайший месяц я планирую покататься по Калининградской области и показать вам самые интересные места. Если с погодой повезет, будет много классных видео. А пока поддержите меня лайком, подписывайтесь на канал. Пока!